Всем привет! Мы начинаем пятый модуль, это корзина товаров, и как раз-таки в этом модуле будем работать полностью с ней. Вначале, как всегда, посмотрим на обзор модуля, что нас ждет в данной теме. Как вы видите, на самом деле пунктов не так уж и много, но тема будет достаточно интересная и познавательная. Первый пункт это QuerySet API, то есть, как вы помните, мы с вами разбирали данные методы на третьем модуле, когда говорили про работу с базой данных. Мы разобрали с вами методы такие как get, create, all, filter и так далее, то есть 4. Мы с вами видели несколько еще методов, такие как first и last. Мы отдельно их не изучали, но пользовались ими во время уроков. Сегодня посмотрим просто более подробно, как они работают, и также добавим новые методы, которые есть для нашего QuerySet API. Посмотрим, как с ними можно работать, взаимодействовать, и они нам понадобятся непосредственно в данном модуле. И потом мы уже плавненько перейдем к основной теме, то есть мы поговорим про работу с корзиной, то есть вообще что нас ждет. Мы создадим новую модель, поговорим про включенные шаблоны, то есть, как вы помните, у нас уже на самом деле шаблон корзины, он присутствует, он находится на странице профиля. И нам нужно будет дать этому кусочку с корзиной товаров определенное взаимодействие, то есть чтобы он у нас ожил. И для этого нам понадобятся как раз-таки включенные шаблоны. Далее мы поговорим про методы моделей. Что это значит? Это мы с вами создадим модель корзины, то есть как помните, как мы создавали это для продуктов и для категорий, но сделаем это еще и для корзины. И у нас обычно модель, она представляла из себя только определенные переменные, то есть, как бы, грубо говоря, колонки таблиц, но у нас модели это все же остаются обычные классы в питоне, и так как это обычные классы питона, мы можем добавлять различные методы, то есть расширять работу и функционал классов и моделей. И сегодня посмотрим, как это можно сделать. То есть изучим это в рамках как раз-таки нашей новой модели Basket, то есть корзины. И в конце данного модуля мы поговорим про декораторы доступа. У нас будет такой достаточно быстрый ликбез о том, что такое вообще декораторы и как они работают. И мы посмотрим именно на те декораторы, которые встроены в Django. Мы не будем создавать свои собственные декораторы, мы будем использовать то, что как бы есть. Их достаточно много. Мы посмотрим на один из них, очень важный, очень хороший декоратор. Вот, это то, что касалось обзора модуля. Я предлагаю приступать, и да, первым делом мы поговорим про QuerySet API. Давайте приступать к теме QuerySet API. И пока на слайде, да, мы видим определенные какие-то конструкции, мы к этому слайду вернемся, но сейчас давайте перейдем в браузер, и здесь страничка с документацией. Очень хорошая, хорошо описана, не раз к ней обращайтесь и изучайте. В общем, называется это все QuerySet API References, но все равно есть определенное разбиение на подгруппы, и каждая из этих подгрупп что-то означает. В общем, есть QuerySet API, и в него включены именно вот следующие методы. То есть, помните, да, мы вводим сначала модель, потом Objects, это определенный менеджер, который помогает обращаться уже к различным методам. И вот эти вот методы, которые идут после точки, это вот то, что мы сейчас с вами здесь будем смотреть. И в данном случае сейчас QuerySet API мы рассматриваем, их есть несколько. Вот фильтр, exclude, annotate. Мы не будем каждый изучать, мы рассмотрим самые популярные, и потом в зависимости от различных задач, когда вы будете что-то выполнять, вы такие, как это обычно работает, вы такие подумаете о том, что, ага, здесь можно было бы что-то применить, наверняка в Django должно быть решение данной проблемы в каком-то определенном случае. Вы заходите и смотрите по документации, гуглите свой вопрос, да, и вам подскажет определенный метод, и вы потом его здесь уже более подробно почитаете, потому что изучить все невозможно, это все равно забывается, и лучше всего запоминается именно в практике. Поэтому мы здесь рассматриваем самые главные методы, вернее, которые часто используются, и
потом на основе этих методов, да, вы сможете уже понять, как работают другие. Так вот, возвращаясь к теме QuerySet API, есть достаточно популярные методы. Это, например, фильтр мы с вами использовали, помните, да? Мы писали, например, product objects, фильтр и фильтровали по определенному параметру. И нам выдавался список. Но это был не обычный список, это именно список QuerySet. Давайте перейдем в код, откроем Python консоль, импортируем из приложения products models product. И, например, пропишем здесь product, objects, фильтр и напишем, например, давайте возьмем объекты, у которых price. Или нет, давайте, вернее, так сделаем. У кого ID-шник равен 1. У нас это будет один объект, мы просто посмотрим, что нам возвращает. Нам возвращается один объект в целом, что логично, но возвращается именно QuerySet. То есть это список. И вот с QuerySet, да, можно уже в дальнейшем работать. И вот этот вот фильтр, он возвращает у нас QuerySet. У нас также из методов еще должен быть all, да, который возвращает абсолютно все объекты из базы данных. То есть данный метод тоже возвращает у нас QuerySet. Мы изучим с вами еще один метод, это orderBy, к нему чуть позже вернемся. Что хочется еще обсудить? Мы с вами изучали методы get и create, как вы можете запомнить, но если вы увидите подгруппу, которая здесь написано, что данные методы, они не возвращают QuerySet. Дело в том, что да, если мы вызовем здесь метод get, к примеру, и скажем, возьми объект с ID-шником 1 из базы данных, он нам вернет непосредственно сам продукт. То есть это определенно уже объект, это никакой не список, то есть это не QuerySet. Да, в Django получается, когда мы говорим про QuerySet, это по сути мы имеем в виду подсписок. То есть помните, такая игра слов с синонимами, там контроллер, функция, таблица, модель. Здесь тоже список QuerySet. Поэтому вот эти методы get и create, они возвращают сразу определенный объект, с которым можно работать. А вот когда мы говорим про QuerySet, да, API, то они возвращают именно список, то есть несколько объектов, с которыми можно работать. Вот, и методы, которые не возвращают QuerySet, их тоже достаточно много. Вот, мы здесь их не будем изучать, просто, да, вы можете увидеть, что есть методы, например, get or create. То есть мы, например, не знаем, есть ли этот объект в базе данных, но мы можем попробовать его взять. Если его нет, то он создастся в базе данных. Есть bulk create, то есть это означает, что мы сразу создадим много объектов в базе данных и так далее. То есть методов достаточно много. Это все изучается посредством, когда вот необходимо. Есть метод exists, который мы с вами тоже сейчас изучим. Есть метод latest, first, вернее, last и first, да, которые мы с вами уже изучали и брали. То есть это объекты, которые возвращают первый элемент в базе данных. Тоже, как вы видите, это не QuerySet. Есть last, который возвращает тоже последний объект из базы данных. Есть метод exists. Данный метод, он вернет просто булевое значение, то есть если данный объект в базе данных. То есть, например, у нас есть определенный QuerySet. Мы, например, взяли, давайте, фильтр, ID-шник равен 1, да, у нас здесь есть точно один объект. И мы можем к этому QuerySet применить как раз-таки метод exists. И он нам вернет значение true, то есть данный список, он у нас не пустой. Если бы мы пробовали взять по фильтрации и ID-шник равен 0, да, и написать exist, то такого объекта у нас не было бы в базе данных. Вот таким вот образом. Давайте дальше поднимемся. И это то, что касалось методы, которые не возвращают QuerySet. Да, то есть мы до этого посмотрели те, которые возвращают именно QuerySet. Здесь методы, которые не возвращают QuerySet. И также есть поля, по которым можно искать определенные значения. То есть мы можем передавать определенные значения, и по ним будет идти поиск. То есть
выглядит это вот таким вот образом. Сейчас вот как раз-таки с этим более подробно познакомимся. То есть начнем делать все по порядку и посмотрим, как все на самом деле выглядит. Что имеется в виду? Давайте начнем с самого верха. То есть до этого такой был небольшой high level. Мы быстренько просмотрели подгруппы, которые есть, да, то есть есть 3 подгруппы. Это QuerySet API, есть просто методы, которые не возвращают QuerySets, и есть field lookups, то есть определенные переменные, по которым можно искать. Так вот, первое, да, методы, которые возвращают QuerySet, это мы с вами уже посмотрели фильтр на третьем модуле, мы посмотрели с вами all. Сейчас хочу вам показать метод orderBy, который сортирует список по определенному полю, которое вы передадите. То есть не нужно придумывать самостоятельно никакую сортировку, потому что если вы проходили там базовые курсы по программированию, обычно очень много различных сортировок, там по времени, по памяти и так далее. В Django уже для QuerySet есть оптимизированный хороший метод, который работает для сортировки объектов. Что имеется в виду? Мы, например, возьмем сейчас здесь все объекты у нас, да, будут вот худи черного цвета, далее там синяя куртка и так далее. То есть они у нас сейчас располагаются в порядке как бы создания. То есть у нас вот этот объект это айдишник 1 худи черного цвета. Да, давайте мы с вами убедимся. 1 равен, да, худи черного цвета. Потом дальше у нас вот этот товар, это синяя куртка, он был второй создан, у него айдишник 2. То есть в таком порядке у нас сейчас выдаются товары. Но иногда так нам не нужно, мы хотим сделать сортировку по какому-то другому принципу. Поэтому мы можем применить здесь, вызываем метод all, и далее к нему применяем orderBy. И здесь передаем поле, по которому хотим сделать сортировку. Поле выбираем абсолютно любое, которое хотим. Например, мы хотим по имени, то есть чтобы у нас в алфавитном порядке выводились товары. Давайте нажмем, да, и вот, как вы видите, сначала коричневый спортивный топ, потом идет синяя куртка. Можете проверить, да, по алфавитному порядку здесь как раз-таки все располагается. Последний у нас будет вот буква Ч, черный рюкзак. Можно сделать в обратном алфавитном порядке. Для этого мы просто прописываем здесь дефис, и у нас будет теперь здесь черный рюкзак, и далее уже идет как бы в обратном алфавитном порядке. Можно также и по price передавать, то есть по какому угодно способу вы передаете, и у вас происходит сортировка. Такой момент, то что здесь на самом деле orderBy можно применять сразу к objects, вот здесь. И он также будет выводить, то есть не обязательно здесь передавать all. Если вы хотите применить orderBy ко всем объектам из базы данных. Но если у вас, конечно, здесь идет фильтр, да, там по какому-то определенному признаку, а потом вы хотите уже к получившемуся query-сету применить orderBy, то можно и вот таким вот способом это сделать. Вот, это то, что касалось orderBy, и да, было бы хорошо тоже сравнить с SQL, то есть, как вы помните, это все нам помогает Django ORM. Если бы у нас его не было, мы бы писали вот такие большие запросы. Select, определенные перемены из какой-то базы данных и сортировка по определенному признаку. Ну, тоже, да, здесь в целом понятно, но код занимает намного больше места, нежели просто вот такой Django ORM. Вот, это то, что касалось orderBy. И это то, что касалось непосредственно у нас методов, которые именно работают. Вот, это все QuerySet API, да, но это методы, которые возвращают QuerySets. Мы с вами поговорили, да, мы видим, что у нас все равно возвращается список, не объект. Движемся дальше, и методы, которые не возвращают QuerySets. Мы уже рассмотрели get, create с вами, да, есть метод count, который подсчитывает, сколько объектов непосредственно в базе данных. То есть также можно применить сразу здесь count, и у нас выведется 6. Можно применять к данным методам тоже 6. То есть, видите, у нас не возвращается querySet, у нас возвращается какое-то значение, всегда разное. Либо объект, либо какое-то значение булева, integer и так далее.
First, last мы с вами просмотрели, exists тоже просмотрели. Метод delete, он удаляет объект из базы данных. Мы тоже с вами его рассмотрим непосредственно сегодня на сегодняшнем модуле, когда будем работать с корзиной товаров, когда будет удаление товаров происходить. Мы это тоже просмотрим. Вот. И если двигаться дальше, да, дальше у нас, да, вот field lookups. То есть это у нас ничего не будет возвращено, ну, именно как это было до этого деление, да, методы, возвращающие query set, методы, не возвращающие query set. А здесь именно переменные, по которым может идти поиск. Что имеется в виду? Иногда нам нужно сделать не просто product, objects, фильтр и там ID-шник передать или еще что-то, а нам нужно, например, найти все продукты, которые начинаются, например, на букву Ч или там заканчиваются, не знаю, на букву И, или на какой-то определенный кусочек слова, там, H, если, да, мы говорим, например, heritage. Как это можно сделать? Мы можем применить, вот здесь тоже достаточно много, мы можем применить вот такую переменную, starts with, то есть начинается с. Здесь есть пример, показывается, какой выполняется SQL запрос, и мы вот передаем, то есть используем метод фильтр, и в нем передаем name. И потом, если мы хотим применить все вот эти вот field lookups, которые, да, мы здесь видели с вами, вот, которые находятся здесь, они все дальше идут с двойным нижним подчеркиванием. То есть мы передаем здесь переменную name, далее пишем здесь starts with, начинается с, и, например, букву Ч передаем. Давайте заглавную, он чувствителен к регистру. Да, и вот, как вы видите, у нас здесь выдался объект черный худи и вот черные туфли. Понятно, например, что если мы передадим букву Я, к примеру, да, у нас никакого не будет объекта. Если мы, например, хотим, также можно сделать с ends with, то есть заканчивается с определенным способом. И мы можем здесь передать, например, H, да, вот heritage. Да, он у нас выведется. Черный рюкзак Nike Heritage. То есть вот таким вот образом. То есть достаточно много различных. Можно не только то, что заканчивается или начинается, может то, что включает в себя определенные строчки. Вот contains, I contains, они различаются. То, что contains чувствителен к регистру, I contains нечувствителен и так далее. То есть это вот как раз-таки один из методов, которых хотел вам показать. Есть еще такие же, вернее не методы, а перемены, которые мы можем использовать, field lookups. Есть еще вот это GT, что это значит? Ну, вообще на самом деле, если мы здесь посмотрим, вот он находится, это greater than, то есть это и сокращено здесь, GT greater than. То есть мы можем, например, тоже произвести здесь фильтр по определенному параметру. То есть если мы хотим взять все товары, у которых, например, прайс больше, чем, давайте, 5000 рублей, таким вот образом, да, вот у нас выделилось то, что это худи черного цвета, синяя куртка, черные туфли и так далее. Вот 3 объекта всего. Можно так не считать, да, мы уже знаем, что есть метод count, тоже можем использовать, вот 3 объекта нам выделилось. Точно так же мы можем использовать less than, то есть меньше, чем 5000 рублей. Ну, тоже будет 3 объекта, потому что у нас всего 6. И так далее, то есть можно воспользоваться. Да, опять же, если бы мы использовали SQL язык, вот выглядел бы он таким вот способом. И есть еще интересный in, да, например, что он значит. У нас есть список ID-шников 1, 2, 3, к примеру. Или давайте 1, 3 и 5. И мы хотим взять все объекты, которые принадлежат этим ID-шникам. Как это делается? Тоже фильтр, далее ID, двойное нижнее подчеркивание, in, и передаем здесь IDs. Все, у нас выдались все объекты с данными ID-шниками, то есть это худи черного цвета, потом это коричневый спортивный топ, это будет ID-шник 3, и черные туфли ID-шник 5. Вот таким вот образом. То есть очень все полезно. Не пытайтесь это прям сразу все выучить и запомнить. Это все учится по мере нужды. Когда вам это понадобится, вы это изучаете. Просто самое главное помнить, где это можно найти и
как это работает, а дальше уже все просто на основе каких-то других методов. Поэтому я вам даю базу, а вы уже ей пользуетесь в зависимости от различных случаев, как вам необходимо. А, Я предлагаю от теории уже переходить к практике работы с непосредственно корзиной, и мы сейчас перейдем к теме включенные шаблоны. Ну, это вообще будет как бы тема уже начинать с корзины, и мы посмотрим там про включенные шаблоны, создадим модель. В целом очень многое будет то, что мы с вами уже и так умеем. Будут, конечно же, и новые темы. Давайте посмотрим сначала на таблицу базы данных, с которой мы уже знакомились в начале нашего курса, и сейчас посмотрим на нее еще раз для того, чтобы наметить план на будущее, как мы будем работать. Да, мы уже с вами создали таблицу категорий, продуктов и пользователей. И осталась последняя таблица, это таблица с корзиной. И в целом мы видим, как она выглядит. Это таблица из 4 колоночек: Quantity, Created Timestamp, User и Product. Поэтому мы сейчас начнем создавать данную модель и потихоньку как бы двигаться и смотреть, как все у нас происходит. Обычно, прежде чем мы там работали, да, как вы помните, мы создавали приложения, мы создавали контроллеры, подключали к ним шаблоны и просто смотрели то, что у нас все выводится. Но сейчас у нас уже шаблон, как вы помните, есть с корзиной товаров, и в данном случае, вот то, что мы будем работать сейчас с корзиной, немножко будет отличаться способ от привычного нам, который я писал ранее. Давайте приступим и посмотрим, как, собственно, все это будет выглядеть. Мы идем в приложение Products и создадим, собственно, таблицу с корзиной здесь. Назовем ее Basket, наследуемся от Model. Далее мы с вами, здесь у нас будут поля. Для начала мы импортируем необходимые для нас тоже таблицы, чтобы мы могли создать foreign key. Это у нас будет users, models, user. И product мы будем уже вот здесь наследоваться. Не наследоваться, а обращаться. Так, первые переменные это будет у нас, давайте, user, models, foreign key. И мы привязываемся к модели пользователя, и onDelete у нас будет каскадное удаление, да, если у нас удалился пользователь, ну и логично удалить все корзины, которые у него есть. Так, здесь небольшая опечатка, basket, вот таким вот образом. Следующая переменная это у нас будет продукт, то есть мы будем делать связь с продуктом. Models foreign key, так, не то, foreign key, to product, так, прошу прощения, продукт, onDelete models каскад тоже, если удалился продукт, в целом можно удалить и корзину. Далее у нас будет quantity, количество добавленных товаров в корзину, да, то есть это количество, отличающееся от количества товаров как бы на складе, это именно количество, которое пользователь добавил в корзину. Это будет positive small integer field, и по умолчанию давайте сделаем его нулем. И последнее поле это create timestamp, вернее, timestamp. Это новое поле, которое мы с вами не изучали, называется это date time field. Очень хорошее поле, которое отвечает в целом за отображение времени и даты, и в нем есть классная перемена, которая называется auto_now_add. То есть это поле, если мы поставим значение true, оно будет у нас всегда заполняться автоматически при создании нового объекта. То есть нам не нужно будет самостоятельно где-то прописывать дополнительную логику о том, то, что смотри, если у нас появился новый объект, давай заполним это поле и сохраним объект с этим полем. Все будет делаться под капотом, потому что мы добавили данную переменную. Очень удобно, и мы еще к этому полю хорошо вернемся именно в админке. Мы, вернее, в 6 модуле, да, когда будем говорить про админ панель. Дело в том, что мы данное поле практически нигде не будем использовать. Не практически нигде, а вообще нигде не будем использовать данное поле в проекте. Я просто хотел вам показать новый класс, это DayTimeField, и как с ним можно будет работать непосредственно
в админ панели. Вот таким вот образом. Давайте дальше мы еще добавим str метод, переопределим его, вернее. Давайте напишем так: корзина для self-user email, продукт, self-product name. Вот таким вот образом. Все, по сути, у нас модель создалась. Давайте мы с вами ее сделаем make migrations. И далее migrate. Да, давайте сначала, прежде чем сделаем, посмотрим. У нас, видите, появилась новый файл, basket, да. И выглядит он таким вот образом. Он зависит от предыдущей миграции. Все поля есть. Все, нажимаем Migrate. У нас добавилась данная миграция, то есть и создалась новая табличка. Мы не будем ее добавлять пока в админку, потому что мы поработаем с этой таблицей немножко другим образом, в отличие от того, как мы видим это сейчас вот здесь. Это будет на 6 модуле. Но опять же, если нам понадобится, да, в админке посмотреть, добавим и таким вот обычным способом. Так, окей, здесь мы сделали. Далее идем. Давайте мы запустим сервер и вспомним, что вообще я имел в виду. То есть, если мы зайдем сейчас под пользователем, вспомнить нужно имя пользователя и пароль. Все, да, вошли. Профиль, да, у нас корзина товаров есть. То есть вот этот кусок у нас живой, он работает, а вот этот у нас просто захардкоржен в темплейте, который называется profile.html. То есть если мы с вами вспомним, у нас есть здесь блок контент. Сначала вот здесь форма идет, а потом у нас идет вот этот блок call.lg5, и в нем идет корзина товаров. И по сути, да, у нас уже есть данный шаблон, то есть нам не нужно нигде его подключать, не создавать никакие контроллеры, потому что по сути у нас уже есть данный шаблон. И с ним нужно будет как-то отдельным способом поработать. И каким образом можно это будет сделать? И здесь как раз-таки начинается тема включенные шаблоны. И здесь мы еще раз с вами убедимся о том, что на самом деле все приложения между собой взаимосвязаны и могут работать. У нас вот эта карточка с шаблоном, с корзиной товаров, она вот находится вот здесь, да, слева. Давайте мы вот эту кнопку тоже добавим. Сейчас, секунду. Хочу свернуть вот так вот все. Вот, нас интересует вот этот кусок, мы его хотим сейчас вынести, на самом деле, в какой-то другой шаблон и потом его включить. Давайте сделаем, чтобы меньше было теории, больше практики. Мы идем с вами в Products приложение, в Templates, и здесь создаем новый HTML файл, который назовем baskets HTML. Здесь все удаляем. И из профайла HTML копируем вот этот кусочек, который хотим выпилить, по сути, грубо говоря. Удаляем и вставляем в baskets HTML. Все. Выглядит он у нас вот таким вот образом. Вот. Здесь получается все пусто. И если мы с вами сейчас перезагрузим и перейдем сюда на страницу, обновим ее, то увидим, что вот этот кусочек у нас вырезался. Значит, мы сделали в целом верно. И для чего вообще мы это делали? Для того, чтобы у нас была возможность отдельно поработать непосредственно с этим кусочком, с baskets HTML, не затрагивая профайл HTML. Но нам этот кусочек, да, нужно все-таки обратно включить, чтобы он у нас здесь работал. И как это можно сделать? Помните, мы с вами изучали extends, да, расширить, вот он здесь есть, а есть еще include тег, который включает уже существующий какой-то шаблон. Какой мы хотим включить шаблон? Ну, мы хотим включить, который только что создали, baskets HTML. Обновляем, идем сюда, и как вы видите, он у нас появился. То есть он как бы вернулся обратно, он находится в другом шаблоне, визуально ничего не изменилось, но для нас это стало лучше, потому что мы можем уже отдельно работать со всем моментом. Вот таким вот образом это будет выглядеть. Далее мы с вами идем давайте зайдем в Python консоль, обновим ее. И из Products
Models, Basket. Мы с вами посмотрим вообще. Сейчас, как вы понимаете, у нас никаких объектов, объектов корзин вообще никаких нету. Но мы с вами сделаем кое-что следующее, да, что мы хотим с вами, чтобы у нас здесь, как бы у нас пока в этот весь шаблон, он захардкоржен, то есть все данные здесь захардкоржен. Product name, вот этот product description, нам бы выводить настоящие данные. И по идее нам сюда нужно передавать корзину товаров, baskets. То есть по аналогии, да, как это у нас было в products.html, вот здесь, да, помните, мы передавали ключ products, он уходил в контекст, и этот контекст уходил в products.html. И мы здесь уже могли обращаться к данному ключу и делать итерацию, да, и выводить определенные значения. Нам нужно каким-то образом передать baskets вот сюда тоже. И каким образом это сделать? И вот как раз-таки здесь будет сейчас взаимодействие двух приложений. В том плане, что у нас профайл HTML, в нем есть вот этот включенный шаблон baskets.html. А профайл HTML, как вы помните, он подключен в контроллере, собственно, профайл. Поэтому и ключ baskets нам нужно передать здесь. То есть мы с вами делаем сейчас следующим образом. Мы создаем здесь переменную baskets, импортируем из products models basket и здесь передаем basket objects all. Вот таким вот образом. Все, у нас в контекст уходит вот этот с baskets перемены в профайл HTML. Мы можем к этому baskets обращаться и в профайл HTML, и в baskets HTML. Нам, конечно же, нужно в baskets HTML. И теперь мы спокойно здесь с вами можем сделать следующие проверки. То есть if baskets, у нас он не будет подсвечиваться, PyCharm не понимает, что на самом деле есть эта переменная, но мы можем к ней обращаться. Нам изначально нужно проверить, что вообще у нас корзина не пустая, потому что тогда он не сможет ни проитерироваться, ничего вывести. Мы делаем проверку if baskets вообще существует, выводим, да, else будет у нас и and if. Вот таким вот образом. Так, мы сейчас вот это вот все свернем опять. Давайте. Так. Это. If baskets есть, вставляем вот сюда. Все, обратно давайте откроем. И здесь. А если baskets нет, надо выводить сообщение о том, что корзина пуста. Вот у нас здесь выводится, собственно, сообщение. Но здесь оно выводится о том, что корзина вообще просто с какими-то элементами. А мы выведем здесь сообщение о том, что у нас корзина пуста. Вот таким вот образом попробуем здесь удалить лишние. Ну, давайте попробуем оставить, удалим, если что, лишние классы. Так, вот таким вот образом обновим. Сейчас перейдем сюда. У нас, как вы помните, baskets пуста. По идее, должно выводиться здесь сообщение сейчас, что корзина у нас пуста. Обновляем страницу, да, и выводится. Корзина у нас пуста. Так, сейчас давайте попробую, попробую вспомнить, как сделать нам здесь, чтобы это все у нас было посерединке. Так, попробуем вот это вот удалить. Так, не обновляется. И еще один есть класс. Давайте попробуем текст center называется. Попробуем вот таким вот образом сделать. Обновим. Тоже не получается. Так, и последнее. Таким вот образом еще попробуем. Если не получится, ничего страшного. Оставим так, как... О, получилось. Вот, все супер. Тогда у нас здесь будет выводить сообщение о том, что корзина пуста. Все, все эти, да, классы, они берутся из Bootstrap, то, что есть определенный конструктор такой, который помогает использовать шаблоны, да, то есть это из ниоткуда не берется, да. Мы не будем сейчас погружаться, просто вот пользуйтесь пока этим шаблоном, который есть. Так, все, получается, мы с вами это сделали, корзина пуста, и у нас шаблон, он уже выводится, да, как я сказал ранее, с корзиной. Нам нужно сделать только так, чтобы у нас, по сути, мы могли физически добавлять товар в корзину. А где у нас товар в корзину добавляется? Он добавляется в каталоге, и вот здесь есть «Отправить в корзину». Мы нажимаем «Отправить в корзину», и он, собственно,
должен отправляться и появляться вот здесь. И поэтому мы сейчас будем создавать с вами контроллеры, но это будут такие новые контроллеры, которые не за отображение шаблонов, а контроллеры обработчики событий. То есть такое новое слово, они будут обрабатывать определенные события. Что же это за событие и как оно будет выглядеть, мы сейчас с вами посмотрим. Мы будем его создавать вот здесь, в контроллере views.py. Давайте создадим первый контроллер, он как раз-таки у нас будет отвечать за добавление товаров в корзину. То есть у нас есть каталог, вот эта кнопка «Отправить в корзину», и мы на эту кнопку повесим обработчик событий. То есть мы создадим, по сути, обычный контроллер, как мы работали и до этого, но у нас все контроллеры возвращали определенное действие. Иногда контроллеры у нас возвращали редирект на другую страницу, да, вот здесь, например, HTTP Response Redirect. Здесь же у нас будет выполняться определенное действие. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, опять же, я попробую объяснять по мере создания контроллера, но потом мы еще подробно пройдемся, когда он уже будет создан, посмотрим, как он работает в дебаг режиме. Мы здесь создаем контроллер, который называется basket_add, передаем здесь request, и у нас также будут передаваться дополнительные данные, такие как что же это за объект, то есть product ID. И выглядит это следующим образом. Product ID. Как он будет передаваться и как мы будем к нему обращаться, потому что у нас до этого не было, да, мы посмотрим, как вообще на самом деле это будет происходить. Вот, мы посмотрим более подробно непосредственно уже, когда будем подключать данный контроллер в urls.py файле. Так, и нам также необходим будет продукт, как он здесь есть, и нам нужен будет еще basket, вот таким вот образом, и, скорее всего, пользователь, да. From users, models user, таким вот образом. И первым делом, да, что мы делаем, мы берем объект продукта, то есть у нас придет в нашем контроллере product ID, и нам нужно будет взять данный объект. То есть мы уже знаем get ID равен product ID. Да, то есть нам необходимо будет этот продукт положить в корзину. Далее мы с вами объявляем переменную baskets и делаем следующее. Basket objects фильтр и передаем несколько параметров. Первый параметр — это мы должны взять все элементы корзины, которые принадлежат, во-первых, пользователю, который выполняет запрос. Мы помним, что у нас есть переменная request user. И далее также взять все корзины с данным продуктом, то есть продукт равен продукт, вот здесь. Да, то есть у нас возьмутся все товары, вернее, все корзины пользователя с определенным продуктом. То есть посмотрим, есть он или нет. Потому что если его нет, мы создадим. А если он есть, мы увеличим количество товаров на единицу выше. То есть инкрементируем. Потому что, да, если он нажмет еще раз «Отправить в корзину», мы просто увеличим количество товаров в корзине. И как раз таки вот здесь логика будет выполняться. Вот мы здесь проверяем if not basket exists. Помните, мы изучили, да, с вами, что если у нас не существует, в query set у нас пустой, да, то есть никаких нет вот здесь переменных, то тогда мы с вами делаем следующее. Мы обращаемся к basket objects и вызываем метод create, который нам тоже уже известен. Мы передаем здесь user request опять user. Далее мы передаем product и передаем quantity равен единице. Вот таким вот образом. А если же у нас уже есть добавленный товар в корзину, вот эта вот переменная baskets, она у нас всегда будет возвращать только одно значение в списке. Да, несмотря на то, что это список, это будет возвращаться всего лишь всегда одно значение. Потому что один продукт конкретного пользователя в корзине. И мы вот здесь проверяем, что если у нас корзина не пустая, то есть она уже заполнена данным продуктом, то тогда мы берем эту корзину, baskets, используем метод first, можно и last, без разницы, то есть все равно один товар, и инкрементируем quantity, то есть мы делаем +1, да, то есть эта запись равно, что basket quantity +1, вот так.
но можно сделать намного красивее, инкрементация вот таким вот образом. И basket save вот таким вот образом. Все, мы сохранили. Понятно, что когда действие выполнилось, надо куда-то пользователя вернуть, и нам надо вернуть его на то же самое место, где он выполнил действие. У нас данный контроллер может вызываться в различных местах, то есть это может быть, например, и главная страница каталога, и потом, когда у нас сама страница с профилем, вот здесь будет, там увеличение товаров в корзине, там тоже можно подключить этот обработчик событий, и мы не можем конкретно однозначно поставить «возвращай всегда на страницу каталога» или на «возвращай на страницу профиля». Нам нужно брать из запроса, на какой странице находится пользователь, и возвращать его уже непосредственно на данную страницу. Как это делается? Делается это следующим образом. Так, мы return http response redirect. Давайте сначала мы его сделаем. Так, http response redirect. И здесь, да, раньше мы передавали reverse, но здесь мы воспользуемся переменной request. В ней есть мета, и в ней есть такая перемена, которая называется http referer. По-моему, так это пишется. Давайте сейчас посмотрим. Да. Пишется таким вот образом, то есть это та страница, на которой находится пользователь. И мы его, собственно, вернем на данную страницу. Можно другим способом сделать это pass, взять. Мы сейчас разными способами посмотрим, но пока оставим вот такой вот. Посмотрим, чтобы у нас все работало. Да. То есть выглядит это вот все примерно таким вот образом. Basket add. Давайте мы с вами этот контроллер подключим непосредственно для выполнения действия. Вот здесь отправить в корзину. Для начала вообще мы с вами, чтобы убедиться, что все у нас работает, да, для начала мы сделаем вот таким вот образом, да, у нас пустой список. Так, теперь мы идем в products urls.py. Здесь мы импортируем basket add, новый путь. И здесь у нас будет, помните, у нас идет products. И далее здесь какой-то айдишник. Вернее, здесь мы будем передавать, сделаем из него вот такой вот baskets add. И здесь у нас будет передаваться продукт ID. ID вот таким вот образом. То есть мы здесь пишем baskets, потому что у нас уже продукт есть. Далее add добавление означает. И здесь вот теперь новым способом, если мы в контроллере передаем какую-то определенную переменную, то тогда вот здесь нам тоже необходимо указать то, что мы будем ее передавать. Первое, мы указываем, какого это будет типа, это будет тип integer. И далее мы должны указать точно так же, как у нас указывается и в контроллере, то есть product ID. То есть название должно совпадать обязательно, иначе не сработает. И закрывающийся слэш тоже обязательно в конце должен быть. Так, здесь у нас basket add, и здесь мы тоже скажем, что это будет basket add. Вот таким вот образом. Так, и теперь мы можем подключить данный URL адрес у нас получается products.html. Здесь есть отправить в корзину кнопка, да. Пока она просто как кнопка, давайте мы из нее сделаем именно прям как ссылку. Здесь передадим класс, который есть вот у нас вот здесь. Вот так. Отправить в корзину. И здесь URL products basket add. И здесь, да, видите, подсвечивает, он говорит о том, что у нас пропущен аргумент product ID. Как его указать? То есть здесь, да, тоже новое. Просто через пробел мы обращаемся к объекту product и ID, да. Откуда у нас это берется? У нас идет цикл, да, мы обращались ко всем переменным, мы также можем и обратиться к ID-шнику. То есть это вот таким вот образом все происходит. Вот оставим таким вот образом. Так, давайте мы с вами попробуем обновить. Да, как мы помним, здесь у нас все пусто. Попробуем здесь добавить товар в корзину. Нажимаем «Отправить в корзину». Вроде бы все выполнилось. Мы перешли сюда, посмотрим сначала вот здесь, да. Вот, у нас добавился элемент корзина для Валерий Павликов, @yandex.ru. Ну, вообще можно указать лучше, наверное, юзернейм, на самом деле. Так будет понятнее. Давайте здесь юзернейм. Потом посмотрим. А продукт худи черного цвета, да.
То есть, если мы сейчас перейдем в профиль, у нас будет здесь карточка товаров, она пока у нас никак не отображается, то есть просто как бы у нас мы смогли зайти в вот этот цикл, не цикл, вернее, в этот блок, но так как у нас мы сюда еще ничего не передавали, да, у нас просто отображается какой-то элемент, то есть он не идет вот сюда. Вот, у нас добавляется. Давайте мы с вами сейчас сделаем отображение всех товаров вот здесь, а потом посмотрим более детально, как работает вот данный контроллер. Давайте мы тогда вот все сейчас вот здесь закроем. Так, и у нас, да, помните, в users profile вот здесь, да, передается baskets. Ну, мы уже это видим здесь, да. И сами карточки товаров, вот они формируются. Сама вот карточка с товарами. Поэтому мы здесь делаем цикл for basket in baskets. Закрываем n4, ставим вот здесь вот этот блок. Вот таким вот образом. Product name у нас здесь будет, получается, это мы обращаемся к basket, далее product и здесь name. Product description у нас будет выглядеть следующим образом. Description. Окей. Цена. Цена у нас, по-моему, здесь будет в зависимости от количества добавленных товаров, поэтому пока мы здесь, у нас захардкоржен, то есть мы здесь ничего не будем менять. Вот здесь input, который у нас находится, мы вот это значение value отвечает за количество добавленных товаров. Вот здесь мы можем сделать basket quantity, то есть количество добавленных товаров в корзину. И цену пока мы не меняем, здесь итоговую сумму тоже не меняем. Вот, вот таким вот образом пока. Давайте мы с вами обновим сервер и перейдем сюда, обновим страничку, да, худи черного цвета, описание, количество товаров. Все здесь пока есть. Не смотрим на вот эти значения, все они пока у нас остались неизмененными. Попробуем добавить еще раз вот этот же товар, худи черного цвета. Ну, давайте еще добавим вот этот. И посмотрим на профайл. Да, худи черного цвета 2 товара, синяя куртка 1 товар. И попробуем последнее действие, да, давайте здесь вместо request вот это попробуем pass передать. Посмотрим, как оно сработает. Отправить в корзину. Так, недоступно, он у нас пишет. Да, не то. Он пишет тот адрес, по которому у нас сработал. Давайте оставим таким вот образом. То есть та страничка, на которой было выполнено действие, а не то, на что было направлено действие. Давайте посмотрим, как выполняется данный контроллер в дебаг режиме. То есть, да, мы запустим дебаг режим сейчас. Перейдем сюда в каталог. Ну, пока у нас здесь отображается все. Нажмем, например, новый товар. Давайте. Коричневый вот этот топ. Нажимаем отправить в корзину. Меня перенаправило автоматически в PageArm. И мы смотрим, да, выполнился запрос. Get запрос. Products baskets add. И третий ID-шник это Product ID. Мы взяли товар этот Product ID. Вот он взялся. И мы берем baskets. То есть мы как бы берем корзину. И здесь как бы у нас корзина, то, что я хотел вам сказать, один момент, то, что у нас здесь корзина не в прямом понимании, как мы это привыкли видеть, о том, то, что есть одна корзина и в ней несколько товаров. Дело в том, что мы с вами изучили пока что только связь foreign key, и для этой связи мы используем такой как бы небольшой хак, то, что у нас одна корзина равно один товар. И у пользователя может быть много объектов корзины. Но и все эти объекты, они образуют одну большую как бы корзину вот в данной переменной baskets. Вернее, данная переменная baskets, она не образует одну большую корзину, это все равно остаются все маленькие корзинки, которые в дальнейшем, да, вот здесь уже формируют там на странице профиля одну большую корзину. И вот видите, у нас здесь вот эта переменная baskets, она не содержит в себе вообще ничего. То есть у нас данный товар еще не был добавлен в корзину для вот этого пользователя, под которым мы авторизованы. И поэтому мы идем вот конкретно вот сюда, когда у нас выполняется код. И мы дальше, конечно, не сможем, наверное, здесь продвинуться, но у нас здесь создается товар, и он добавляется в корзину. То есть один товар
добавился в корзину, и сейчас, вот если мы посмотрим, да, вот он добавился, один товар, все, он располагается, то есть мы его добавили. Если же мы попробуем еще раз добавить данный товар в корзину, все то же самое, но вот здесь нас интересует теперь baskets. Он у нас уже не пустой, в нем один элемент, в нем всегда будет всего лишь один элемент, это корзина для Валерии и продукт, вот то, что мы пытаемся добавить. И сюда теперь код будет заходить, то есть, да, мы посмотрим. Мы взяли уже объект, до этого у нас baskets, это, помните, query set, а basket это уже объект. И в нем мы, если посмотрим сейчас quantity, это 1, если же мы передвинемся вот сюда, у нас quantity увеличится до 2, и объект уже, собственно, сохранится. То есть у нас произошло определенное действие. Вот таким вот образом работает данный контроллер basket add. То есть у нас товар добавился в корзину. Все, он располагается. Еще пока я объяснял всю эту логику, вспомнил один момент, который нам нужно обязательно учесть. У нас в контроллере вот здесь baskets передаются все объекты. То есть, если какой-то другой пользователь добавит тоже товар в корзину, у нас появятся здесь и товары другого пользователя. Так не должно быть. Нам здесь нужно сделать фильтрацию и показывать пользователю только те товары, которые принадлежат ему. Поэтому мы здесь делаем фильтрацию по пользователю, request user, и выглядит это вот таким вот образом. Все. Ну, у нас визуально ничего не изменится, потому что у нас и так один пользователь, который все добавил в корзину. Да, ну просто на будущее, да, здесь это был бы большой, так сказать, баг. И давайте мы с вами сделаем еще один контроллер, который называется у нас basket remove. Мы здесь передаем также request, но у нас здесь будет передаваться айдишник уже корзины, потому что мы будем конкретно удалять элемент корзины. Когда у нас контроллер, который называется basket remove, то есть работа с корзиной, здесь в целом можно указывать не basket ID, а просто айдишник. То есть это понятно, что будет, значит, айдишник корзины. Ну, да, никто не запрещает использовать вот таким вот образом. Давайте мы, чтобы не путаться, сделаем вот так basket ID. Далее мы здесь берем объект корзины, get ID, basket ID, и его, собственно, удаляем. Вот как раз таки здесь у нас будет новый метод delete, да, он удаляет товар из корзины. И нам нужно вернуть пользователя, мы его также возвращаем на ту же страничку, где было выполнено действие. Вот таким вот образом подключаем сейчас наш контроллер baskets. Здесь будет у нас remove. Здесь у нас будет basket ID. И вот сюда. Таким вот образом. Идем в baskets.html теперь, потому что у нас здесь есть кнопка удалить. Вот она, корзина. Вот как раз таки здесь эта ссылка, это иконочка. И мы здесь URL product basket remove, и здесь у нас будет basket ID, вот таким вот образом. Вот эта иконка, быстрый ликбез, это на сайте называется фонд Awesome. Да, вы можете здесь пройти, бесплатный open source такой проект. Здесь есть и бесплатные, есть платные иконки. У них визуальная часть изменилась, раньше чуть по-другому выглядела. Ну, в общем, набираете любую иконку, которая вам нужна, например, ВКонтакте, и все, можете скопировать. Нужно только подключить данную библиотеку и просто использовать вот данный тег, и все, вставлять его, собственно, как здесь и с корзиной. Давайте посмотрим, как работает удаление товаров из корзины. Попробуем нажать удалить. Да, и как вы видите, удаляется. Все, товары все сразу удаляются. Так, странным образом здесь почему-то отображается сейчас 42. Это интересно. Давайте попробуем добавить другой товар. Может, какой-то баг. Давайте попробуем еще раз. Еще раз. Еще раз. И вот это добавим. Да, ну, вроде все верно отображается. Все, вот таким вот образом, значит, у нас все работает. Мы подключили контроллеры, и это как раз-таки контроллеры обработчики событий. То есть вот работают они вот таким вот образом. Мы изучили с вами теперь что-то новое.
Нам что остается, это поработать над вот этими оставшимися моментами, которые отвечают за а, итоговое количество товаров в корзине, итоговую стоимость и цену, умноженную на количество товаров. Предлагаю к этому приступить и посмотреть, как это будет выглядеть и работать. Давайте перейдем к теме метода корзины. То есть нам нужно добавить достаточно всего лишь 3 метода. Методы — это в целом то, что мы чуть позже сделаем. Вначале как бы рассмотрим немножко другой способ, но сосредоточимся на конечной цели, да, все-таки 3 метода: sum, total quantity и total sum. Мы сейчас посмотрим, где эти все методы используются, все эти значения, вернее, да. Вот здесь у нас будет sum выводиться, то есть это цена товара, умноженное на количество добавленных товаров в корзину. Total quantity — это общее количество товаров, добавленное в корзину. И total sum — это то, что суммируются вот здесь все карточки, которые будут с товарами, мы их просуммируем. Давайте добавим несколько товаров, пусть будет и несколько таким вот образом, да, посмотрим. Выглядит это вот таким вот образом сейчас. Давайте какой-нибудь добавим, к примеру, этот. Все, выглядит это так. Теперь мы переходим в users views.py и создадим эти значения здесь и добавим их, собственно, в контекст. Для того, чтобы это сделать, ну, во-первых, мы сначала сделаем sum, просто вот, чтобы она считалась. Поэтому мы, вернее, чуть назад отойдем в models, который находится вот здесь. И мы создадим здесь метод, который назовем просто sum. Он у нас будет возвращать, мы, то есть, обращаемся к объекту какому-то product price, умноженное на quantity объекта корзины. Да, то есть, если мы посмотрим это в работе через консоль, и, к примеру, from basket, у нас так, from products models basket, да, мы возьмем здесь какой-нибудь объект, basket objects, last, к примеру, это у нас будет вот этот объект. И если мы здесь вызовем для него метод sum, да, то есть это обычный класс, и мы можем для объектов вызывать методы. Мы вызываем, и у нас выводится 5780. Когда для самого товара цена получается у нас product price вот здесь, да, 2890. То есть сам вот этот товар, его стоимость 2890, но так как он 2 раза у нас добавлен в вот это, да, 2 раза добавлен в корзину, то мы переумножаем его на 2, собственно. И теперь мы этот метод очень легко можем вызвать непосредственно в нашем шаблоне, вот здесь. Мы обращаемся к объекту basket и sum. Но, опять же, да, мы не вызываем вот таким вот образом, потому что такой конструкции нету. Мы обращаемся к обычной переменной. Вот таким вот образом. И тогда, обновляя страницу здесь, у нас все теперь будет выводиться верно. 5780, 6780, 690. Все, вот таким вот образом. Остальное же, да, то, что нам нужно сделать, это итоговое количество товаров в корзине, итоговая стоимость, она уже не относится к какому-то конкретному объекту, а это относится непосредственно к общей корзине товаров. То есть, да, даже если мы увидим, что вот эта цифра 3 сейчас, она у нас находится за циклом. И вот это тоже итоговая, находится за циклом. Поэтому есть несколько способов. Мы пойдем от простого более к сложному. Первый способ, так сказать, в лоб, прям мы в контроллере сделаем следующее. Мы объявим здесь переменную baskets. По сути, это вот то, что мы вот сюда передавали. Объявим переменную total sum, поставим значение 0, и total quantity, тоже в значение 0. Далее мы пойдем по элементам корзины, и просто total sum мы как бы будем инкрементировать, увеличивать, да, то есть по сути это total sum
плюс basket и вызываем sum. То есть нам нужно собрать всю сумму из этих всех объектов добавленных. То есть 690 плюс 6780 плюс 5780. И у нас получится total sum. Total quantity это у нас будет total quantity плюс basket quantity. Вот таким вот образом. Можно сократить, да, делая это инкрементацией, просто вот таким вот образом тоже будет значение. И выводим эти значения в контекст total sum и total quantity. Вот таким вот образом. Обновляем, идем в baskets и можем теперь вызывать эти переменные здесь. То есть total sum, давайте, total quantity вернее. И вот здесь у нас будет total sum. Обновляем. Обновляем здесь и видим, да, 5 элементов, 1 плюс 2, 3, 3 плюс 2, 5. И итоговая стоимость, видимо, у нас ошибка в... Сейчас посмотрим. Total sum. Так, передали сюда, total sum. Вот здесь забыли инкрементировать. Обновляем, да, 18650. Ну, если просуммируете, да, на калькуляторе, убедитесь, что сумма верная. Вот таким вот образом. Это как бы способ в лоб. Давайте чуть-чуть улучшим этот способ и воспользуемся так называемым генератором. Что это значит? То есть мы можем всю вот эту конструкцию объявить как бы в одну строчку. Каким образом это делается? То есть это из курса по питону больше. Мы сейчас просто вспомним. То есть мы объявляем здесь сразу total sum. Вот это давайте закомментируем. И будем с ней непосредственно уже здесь работать. Сейчас пока закомментируем, мы будем в total sum здесь вызывать встроенный метод в питоне, который называется sum. Это не тот, который мы создавали, да, это питоновский sum. Он встроен, и мы можем им пользоваться. Например, у нас есть список из 3 элементов. 1, 2, 3. И если мы передадим список в данную функцию sum, то получим на выходе 6. То есть он просуммирует у нас все вот эти элементы. Таким образом, мы здесь делаем то же самое. То есть нам нужно сюда передать список. Для этого мы воспользуемся генератором. То есть, по сути, мы вот эту вот строчку, как бы конструкцию, перенесем в следующий вид. У нас будет здесь следующим образом. Мы обращаемся к basket. Далее делаем цикл for basket in baskets. А здесь нам нужно конкретно... Если это total sum, то тогда здесь нужно вызвать метод sum. И точно так же мы делаем с total quantity. Здесь будет у нас basket quantity. Вот таким вот образом. То есть вот эти строчки, они идентичны тому, что мы с вами делали вот здесь. Только намного красивее и быстрее понятнее. Обновим. Смотрим, да, ничего не поменялось. Значит, все работает верно, как и ожидается. Более того, да, можно вообще отдельно не создавать, а сразу, например, перенести total sum вот сюда, total quantity вот сюда, и baskets, ну, мы оставим сверху, пусть он будет вот таким вот образом. Чем этот способ не очень хорош? Тем, что на самом деле Django рекомендует как можно меньше делать логики в контроллерах. То есть вся необходимая логика остается, но все, что можно вынести в методы, мы выносим. Потому что классы как раз-таки для этого и предназначены. Мы наполняем их методами, а потом вызываем в нужных местах. Логика, представьте, да, что еще какая-то логика добавится, еще, и потом будет очень сложно читать достаточно простой контроллер с большой кучей логики. Поэтому наша задача сейчас состоит в том, чтобы мы могли вынести вот этот total sum и total quantity непосредственно в модель basket и сделать из них методы. Давайте посмотрим способ, следующий, как бы третий вариант, уже более правильный, но у нас будет все равно еще окончательный вариант, который прям очень будет правильный. И для этого мы с вами сейчас здесь, собственно, сделаем вот эти методы total sum и total quantity. Давайте с total sum начнем. То есть, как это выглядело бы? Мы бы с вами здесь сделали total sum, объявили бы точно так же переменную baskets,
здесь только не request user, а self user. То есть мы обращаемся к объекту, да, и у него достаем этого пользователя. И возвращаем, так, это мы работали над total sum, возвращаем вот эту строчку. Return sum, вот таким вот образом. И по сути делаем очень похоже с total quantity. То есть точно так же мы объявляем. И сюда переносим. Вот таким вот образом. Все. Теперь здесь мы можем это удалить. Baskets возвращаем вот сюда. Все. И да, если мы сейчас перезагрузим, конечно же, у нас ничего не будет работать, да, у нас как бы старые значения, вообще они исчезли, ничего не отображается, в целом, что и логично. Нам нужно здесь непосредственно обращаться, у нас нет просто уже total quantity, у нас есть baskets, к которым нужно обращаться. Но это методы для объектов, то есть что имеется в виду? Если мы, давайте опять возьмем basket, здесь тоже объявим. Если мы вызовем здесь total sum, да, он как бы у нас сработает 18650. Но немножко чуть-чуть неверно в том плане, что мы в методе, который обычно срабатывает для какого-то конкретного объекта, мы в этом объекте вызываем все объекты. Ну, то есть, ну не все, фильтруем, да, и потом возвращаем сумму. То есть таким образом мы в baskets, вот здесь, для того, чтобы нам обратиться к total quantity, мы можем обратиться только к нему в том случае, если мы находимся в цикле. То есть мы не можем здесь вызвать baskets, потому что это у нас список query set, и к нему обратиться с total quantity. Да, если мы перезагрузим, у нас ничего все равно не отобразится. А если бы мы, например, уже в цикле, да, какому-то объекту, ну, например, давайте вот сюда просто для просмотра, что это все работает, да, у нас бы здесь оно бы отобразилось. Почему-то 5 рублей показывает. Видимо, он до какого-то объекта доходит, высчитывает, но он срабатывает в определенном объекте. То есть это не то, что нам бы хотелось. Есть один из способов, как можно это сделать. То есть мы обращаемся к baskets и далее обращаемся в этом списке к первому элементу. Вот таким вот образом. Можно это в шаблоне делать. И тогда у нас все сработает. То есть мы обратились к какому-то уже объекту. Это не просто у нас список, а именно конкретный объект. И у нас здесь посчиталось total quantity. То есть немножко может нелогично быть в том плане, что total sum, да, метод, который вызывается для объекта, но считает total quantity для всех объектов. Каша. И непонятно, как, ну, не совсем логично, да, это работает. Но это работает. Вообще, если бы не было шаблона, и нам нужно было бы просто воспользоваться, да, этим методом, обычно для таких методов используют класс-метод. То есть тоже из курса по Python мы не будем сейчас углубляться очень подробно в этот метод, как он работает, но дело в том, что он работает для всех объектов, то есть там не нужно вот таким вот образом пользоваться, то есть есть различия, да, метод для объекта и класс-метод для всех объектов в модели. Поэтому ну, мы класс-методом не можем воспользоваться, потому что он просто не вызывается в шаблоне. Мы пойдем другим способом, и он будет сам уже правильный. Как я сказал ранее, да, более с легкого к сложному, то есть сейчас у вас уже может быть некие такие, некая каша быть в голове, но ничего страшного, да, со временем поймете, как это работает. Давайте перейдем к самому правильному способу и посмотрим, как в данном случае было бы все правильно сделать. То есть, да, с сумм было бы все легко было, здесь немножко сложно, потому что нам нужно для всех объектов вызвать данный метод. Делается это следующим образом. Помните, мы говорили про objects, которые находятся непосредственно вот здесь, вот этот objects. Это менеджер, то есть некий интерфейс, который позволяет обращаться к различным вот таким методам. Мы можем создать новый менеджер, как бы он будет наследовать все остальные методы, которые уже имеются, вот этот last, filter, all и так далее, но мы можем добавить и свои еще методы, которые можем вызывать, и вызывать их можем и в шаблонах.
И для того, чтобы это сделать, мы поступим следующим образом. Мы здесь создадим новый класс, который назовем Basket Query Set. И наследуемся от Query Set. Не от Model, а от Query Set. И здесь уже создадим методы. Ну вот метод sum. Ой, не метод sum, а метод total sum. И вот этот self, это уже будет обращение ко всему классу, ко всем объектам сразу. То есть нам не нужно вот здесь таким вот образом делать, объявлять переменную baskets. Мы здесь сразу же обращаемся к baskets. По сути, вот это и есть наш self, это и есть вот этот, который мы удалили, baskets. Потому что мы работаем в рамках query-сета. Единственное, добавляем фильтр. Ну, давайте чуть попозже его добавим. Сейчас составляем self, да, то есть мы таким вот образом обращаемся. То есть выглядит это таким вот образом. Так, и точно так же мы делаем с total quantity. Мы здесь baskets удаляем, здесь у нас будет self. Вот таким вот образом, то есть мы убрали. И здесь эти методы нам уже не нужны. Единственное, что нам нужно переопределить, есть вот эта переменная objects, которая изначально у нас по умолчанию вообще определена в классе model. Мы сейчас добавили новый, да, поэтому мы обращаемся к basket query set и говорим, что использую его как менеджер. Менеджер вот как раз тот интерфейс, который позволяет обращаться и к list, и к first, и к last, и к create, ко всем вот этим методам, которые мы с вами изучили, плюс добавились вот еще новые два, total sum и total quantity. Давайте мы с вами посмотрим, как они у нас отработают сначала в консоли. Мы импортируем, возьмем все baskets, basket. Так, давайте сначала возьмем пользователя какого-нибудь, user. Надо его импортировать сначала. Так, user, models, user. Смотрим, это у нас user Валерий, все правильно. И далее baskets, basket objects, фильтр, user по пользователю, да, чтобы у нас были корзины только определенного пользователя. И далее baskets мы обращаемся к total sum. И вызываем, да, смотрим 18650, как и было до этого, и total quantity 5. Все как и нужно. Вообще супер, все работает. Ну, естественно, работают и другие методы. Ну, мы уже увидели, да, фильтр тоже у нас работает. У нас работает count, который мы изучали, да, это все у нас работает. Это количество всего объектов, да, не путайте с total quantity. Поэтому мы здесь теперь спокойно можем удалить. У нас будет более-менее понятно, что вообще происходит. И здесь baskets total sum. Все, вот таким вот образом. Теперь обновляем, смотрим, все, выводится все как нужно, выводится все отлично, супер, все как мы хотели сделать, поэтому работает. И вот этот способ, он как бы самый правильный, то, как необходимо это сделать, то есть, да, создать дополнительный менеджер, подключить его. Можно, конечно, в контроллере, но опять же, да, сам Django не советует так делать. Давайте мы приступим к последней теме, это декораторы доступа, и посмотрим, как они работают. Последняя тема, которую мы рассмотрим в данном модуле, она достаточно маленькая, но очень важная. Дело в том, что у нас в нашем проекте есть сейчас достаточно большой баг, который выглядит следующим образом. Предположим, что мы не находимся в системе. И перейдем сейчас в каталог, да, и пробуем нажать на кнопку «Отправить в корзину». У нас появляется такое сообщение «Анонимный пользователь». И в целом логично, да, потому что если мы вспомним, как у нас выглядит контроллер-обработчик событий, он пытается здесь достать пользователя, а у нас пользователя нет. Поэтому он и говорит о том, что пользователя нет, и не понимаю, с кем нужно работать. Более того, если пользователь попробует перейти на страницу User Profile, он получит ту же самую ошибку. Как такое можно избежать? Избежать можно следующим образом. Есть очень классный декоратор доступа, который называется
Давайте мы его импортируем. Django contrib aus decorators login required, которая называется login required. То есть контроллер не будет отрабатывать, пока не будет произведена авторизация. Подключить его очень легко. Делается это следующим образом. Вот мы просто навешиваем определенный декоратор и по сути все. Но более всего интересно то, как это отрабатывается, да? По сути, мы могли обойтись без него. Мы могли бы просто сделать здесь как бы такую дополнительную проверку, что если пользователь is authenticated, да, то тогда мы идем вот сюда. Если же нет, то тогда возвращаем его там на страницу, редиректим на страницу авторизации. Но прикиньте, нужно добавить вот такую проверку сюда, сюда и на профайл. И потом, если появятся еще контроллеры, везде такую проверку, ну, лишний код, как-то оптимизировать бы это все. Как раз таки вот этот декоратор доступа, он помогает нам сделать вот эту оптимизацию. То есть декоратор, по сути, это некий такой сахар для функции любой, который выполняется до выполнения основной логики функции. Поэтому это очень сильный декоратор, им можно пользоваться. Давайте посмотрим, как он вообще выглядит. Выглядит он следующим образом, да, то есть у него будет приниматься как функция оригинальная, там логин URL, куда нужно перенаправлять пользователя. И как вы видите, да, изначально здесь выполняется проверка, что если пользователь у нас is authenticated, да, то тогда, вернее, если он не is authenticated, да, то тогда его редиректим. И потом уже выполняется актуальная функция. То есть то, что мы с вами в целом прописывали, просто ушло это в login required. Мы можем прописывать здесь логин URL напрямую, да, это у нас будет users login, вот таким вот образом. Но лучше такую переменную поставить глобально, чтобы каждый раз не писать, потому что все равно логин URL он у нас всегда один. Поэтому мы идем в settings.py, вот у нас где работа с пользователями, мы здесь поставим логин URL, да, как я сказал, users login это будет таким вот образом. И проставить логин required здесь на удаление. И точно так же давайте мы проставим его на пользователя вот здесь. Profile HTML. Вот сюда. Login required. Все. Давайте обновим, посмотрим, как это выглядит. То есть мы пробуем сейчас опять добавить товар в корзину, будучи не авторизованным. Нажимаем, и нас перенаправляет на страницу авторизации. Выглядит таким вот образом, то есть мы авторизовываемся и все, можем идти дальше. Все супер, это все работает, да, давайте попробуем также еще перейти на users profile, да, то же самое, нас направляет на страницу авторизации. Вот таким вот образом это все работает. В этом заключается работа декоратора доступа. В целом это все, что я хотел рассказать в данном модуле. Давайте подведем итоги. Модуль у нас вышел не такой уж большой, но был достаточно важным. Мы изучили очень много полезного, в том числе это QuerySet API, поработали с новыми методами, посмотрели, что такое включенные шаблоны и как правильно работать с ними, когда можно не подключать отдельно шаблоны в какой-то из контроллеров, а этот шаблон является отдельным кусочком уже какого-то шаблона, и с ним можно напрямую работать. Посмотрели на то, как работать с методами моделей, и посмотрели 4 различных способа, от более легкого к более сложному. Поговорили о том, что у нас контроллеры могут быть не только контроллеры, которые отображают определенный шаблон, а могут быть контроллеры обработчики событий. И в конце поговорили о том, что такое декоратор доступа login required и как правильно с ним работать. Следующий модуль у нас будет уже заключительный в базовом курсе по Django. Там мы будем делать такие заключительные штрихи, поговорим подробно про Django админку, добавим работу с пагинацией, то есть постраничного вывода, и сделаем некую фильтрацию по категориям. Поэтому предлагаю приступить вам к следующему модулю.